Всем привет и добро пожаловать на кухню Nordic Balance, где мы готовим полезную, вкусную еду. Сегодня, дорогие друзья, мы с вами попробуем приготовить пасхальный кулич. Вы даже себе не можете представить, сколько раз вы все меня об этом попросили. И вот пару недель я экспериментировала, и наконец-то родился этот рецепт. Он будет без муки, как всегда. Мы заменим пшеничную муку на другие ингредиенты. Итак, приступим. Что нам для этого понадобится? У нас 100 грамм миндальной муки, 100 грамм кокосовой муки, 100 грамм муки из семени льна, которую я сама, как обычно, на кофемолке сделала, да, 100 грамм соевой муки. Также я сделала пюре из 3 груш и 1 яблока, которое я запекла в микроволновой печи буквально 5 минут. И сделала такое пюре в блендере. 150 грамм сливочного сыра, у нас в Дании он называется Филадельфия, не знаю, как у вас, и 4 яйца. Это будет все для теста, плюс порошок-разрыхлитель, порошок для печенья, да, ваниль, немножечко соли. Это все у нас пойдет в тесто. На глазурь, для глазури я взяла вот такой обыкновенный шоколад, который 85% из какао состоит. Я его растоплю вместе с буквально 2-3 ложками молока. И потом мы польем наш кулич, зальем этим шоколадом и посыпем кокосовой стружкой. Тоже я взяла буквально 2 чайные ложечки. И еще у меня есть вот такая великолепная стружка. Она немножко отличается, она не столь мелкая, видите, она более крупная. Но я думаю, это очень хорошо украсит наш кулич. Но приступаем готовить. Для этого я просто-напросто должна смешать все ингредиенты. Прежде всего я взобью яйца, 4 яйца, и в них я добавлю разрыхлитель сразу, да, ванильный порошок и чуточку соли. И теперь мы начнем шуметь. Так что приготовьтесь к этому процессу. Вот так все это нагревается. Все элементарно, все как обычно. Все то, что мы делаем при выпечке. Вот, получилась такая у нас взбитая масса. И теперь я просто-напросто добавляю сюда муку. Все 4 вида. Миндальная, кокосовая, так, семя льна, соевая мука. Вот. В какой будете вы последовательности это делать, совершенно не имеет значения. Сюда я же отправляю наши яблочки, грушки печеные. Вот. И сливочный сыр. Вместо сливочного сыра вы можете спокойно добавить просто-напросто сметану. И еще раз мы все это взобьем до однородной массы. Вот так вот. Видите, что у нас получается? Все великолепно взбивается. Вот. И по сути наше тесто уже готово. Прекрасно. Все, не буду вас больше мучить звуками. Теперь мы наше тесто отправим в форму. Я взяла обыкновенную форму для кекса. Вот, видите, она такая с дырочкой. Потом мы перевернем наш кулич и зальем его глазурью. Будет очень все красиво. Так, я возьму немного масла, как обычно, и смажу форму. Вот так вот. Хорошенечко смажем форму, для того, чтобы наше тесто хорошо отходило. Духовку я уже разогрела, дорогие мои, на 180 градусов. Я поставила ее и поставила на полный обогрев, то есть вармluft по-датски, как сказать, с вентилятором, да? Вот, и теперь мы, как обычно, все элементарно, просто-напросто выливаем сюда это тесто. Подождите, как бы мне так вам показать, чтобы вам было всем видно. Так. Вот, оно такое воздушное получается. Хорошее. И вот за счет этих яблок и грушек
оно будет у нас вкусненькое и сладенькое. Все у нас по-настоящему, только полезно. Так, вот так вот. И пахнет за счет ванили великолепно тоже. Очень приятный запах. Так вот, немножечко еще. И мы отправим сейчас эту всю прелесть в духовку. Так, немножко разровняю я. Вот так вот. Нашу эту красоту. И сейчас мы это все отправим в духовку. Так, чудесно. Я немножко подотру здесь, чтобы это было более эстетично. Я люблю, чтобы все было красиво и чисто. Так. Вот так вот она выглядит. Сейчас я вам еще разок покажу. Вот она такая получилась у нас. Или он, кулич, или пасха. И теперь мы отправляем в разогретую духовку на 35-40 минут. Опять же, все зависит от вашей плиты, от вашей духовки. Следите, смотрите, чтобы она поднялась, как обыкновенное любое другое тесто. И когда наша пасха испечется, я к вам обязательно вернусь, и мы ее будем украшать шоколадной глазурью и кокосом. Так что возвращайтесь. Друзья, ну вот, прошло 35 минут, и наш кулич или пасха, как сказать, готовы. Теперь мы ее просто-напросто покроем немножко шоколадом. Шоколад, как я уже сказала, я взяла вот такой 85%, немного молока добавила, и у нас получилась такая вот глазурь. Сейчас мы чуточку польем нашу прелесть. Так. Не волнуйтесь, что здесь шоколад. В конце концов, вы съедите пару кусочков, и ничего с вами от этого не случится, правильно? Так, вот так вот. Шоколад очень быстро застывает. Так. Он может растекаться совершенно произвольно, как вам нравится. Вот так вот. Немножко еще сюда добавим. Так. И теперь мы все это украсим кокосовой стружкой. Тарам-тарам-тарам-тарам. Вот так вот. Тоже все полезненькое, все вкусное. Друзья, действительно вкусно получилось. Честное слово. Я уже пробовала, пока экспериментировала. Вот. И я, прежде чем сама не попробую, я никогда не выкладываю вам какие-либо рецепты. То есть, если я делаю, и у меня получается, то и у вас обязательно получится. Ну, шоколадом я, конечно, немножко так это сэкономила, как видите. Ну, думаю, для тех, которые на стадии снижения веса, будет как раз в самый раз. И вот такими большими хлопьями тоже чуть-чуть украсим. И кушайте на здоровье. И празднуйте, и берегите традиции, и наслаждайтесь жизнью. Все главное, что в этом во всем-то? Заменить вредные продукты на полезные. Ну, вот так вот у нас получилась наша пасочка. Такая вот она получилась. Я считаю, очень даже ничего. Красивая. Просто я немножко меньше половину как бы шоколада растопила. Ну ничего, мы же если следим за своей фигурой, то это даже только нам на пользу. Я сейчас сделаю несколько фотографий и обязательно вам их отправлю. Кушайте на здоровье, наслаждайтесь праздниками и всегда помните о том, что мы едим, чтобы жить, а не живем, чтобы есть. Спасибо, что заглянули ко мне сегодня. Подписывайтесь на мой канал, приходите в гости. В следующий раз мы опять что-нибудь вкусное с вами приготовим. И у меня уже для вас есть, но это по секрету, пару тортиков, которые вы будете тоже кушать с удовольствием и не набирать лишние килограммы. До новых встреч, друзья! С вами была Виктория Андерсон. Люблю вас всех. Пока!